Всем привет, с вами Березовский. Добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Очень много народу в комментариях начали просить сборку на Колун, с посылом, что практически все блогеры просто обошли стороной пулеметы. Ну и Колун, естественно, тоже. И получается, я же, ребята, отзывчивый. Ну, конечно, я прочитаю, скажу, что сделаю, и в результате сдержу свое слово. Давайте с вами сегодня возьмем на тест Колун, наш любимый пулемет, и я вам покажу, как вернуть старый добрый Колун из тех времен, когда он стрелял от бедра, и можно было бы наваливать очень круто в нападении нежити. Ребятки, заварите себе самый вкусный чай, или вообще поставьте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Для начала сравниваем разные модули на дистанцию, как всегда в таблице. Сравниваем для начала это дело по урону и видим, что в принципе плохая ситуация только в стоке. Во всех остальных случаях, ребятки, ситуация одинакова. То есть итог какой? Нужно на стоковую сборку накинуть хоть что-то. То есть хоть чоппер, хоть просто монолит. А если кидать это дело в совокупности, то будет очень маленькая подвижность. Поэтому, ребят, кидаем хоть что-то. А теперь давайте соберем эту чудо-машину. Перейдем в оружейник и применим все знания, которые мы с вами усвоили из таблицы. И вот тут, ребята, я вам покажу, как вернуть старый добрый Колун с тех времен, когда он стрелял от бедра. Это было реально круто, и это ностальгия. Вот, ребята, тяжелая рукоять. Выбираем ее, и теперь мы будем с вами стрелять от бедра, как прежде, как в те времена, когда от бедра можно было в нападении нежити реально, вот Колун тащил, то есть нападение нежити можно было выживать прям до талого. Вот, ребята, тяжелая рукоять. Но при этом, смотрите, если мы выбираем тяжелую эту рукоятку, у нас убирается оптика, невозможно, да, выбрать тяжелой рукояткой, убирается приклад и убирается задняя рукоятка. Мы жертвуем, получается, вот всем этим ради того, чтобы максимально подвижно стрелять от бедра, получается. Здесь, ребята, смотрите, ствол, если поставить на дистанцию, вы посмотрите, насколько нерфится. То есть было 43, теперь подвижность минус 32. Причем нерфится, получается, у нас скорость прицеливания вот в этом случае. И реально, ну зачем, ребят, ну это пулемет. На пулемете надо максимально быстро прицелиться, потому что он и так тяжелый. Он как слоняра, это реально огромный инструмент. Оу. Моя пошлость, ладно. Короче, ребят, это реально огромный инструмент, очень тяжелый, который медленно прицеливается и так далее. Вам нужно максимально бафнуть здесь подвижность и скорость прицеливания. Поэтому, собственно, ребятки, выбираем чоппер спецназа. Мы с вами бафаем скорость прицеливания. И по таблице мы с вами вспоминаем. Так, если мы убираем ствол, ну я имею в виду ставим не чоппер вот этот и не чоппер вот этот, тогда в этом случае нас выручит монолитный глушитель на дистанции. Ну, чтобы, да, немножечко ее бафнуть, и там по таблице, там где зеленым было, ну, вы поняли, короче говоря. Далее, ребятки, смотрите, у нас всего остается 3 позиции. Боезапас, как бы, ну, на Колуне он вообще не нужен. Поэтому лазер, естественно, ставим вот этот на скорость прицеливания, тактический. И далее перк, надо задуматься, ребятки. Вот лично для меня, скорость перезарядки на Колуне такая, что я успеваю себе заварить чай, попить, поесть, поспать, проснуться и снова, да, я приду, и он еще не перезарядится. Поэтому, в общем-то, ставим скорость рук, точнее ловкость рук, на скорость перезарядки. Можно поставить, еще здесь есть пустой магазин, но в этом случае быстрая перезарядка будет происходить не когда вы захотите, а только при низком боезапасе, как здесь написано. Я не замерял, сколько точно патронов, но, короче говоря, грубо говоря, да, вот у вас останется там, допустим, 5 патронов, нажмете перезарядку, тогда она будет быстрая. А если на 80 будете перезаряжаться, она не будет быстрая. То есть лучше поставить скорость рук. Но это на мой взгляд, опять же, то есть тут как бы сами смотрите. Вот такие дела. Ребят, вот такая сборочка. Вот с ней мы сейчас отыграем в рейтинге. Контрольная работа сейчас будет. Сейчас все увидите, сейчас все посмотрите. Вот эта сборка, и, кстати говоря, вот ее, я имею в виду тяжелую рукоятку, вот про этот модуль, от бедра стреляют. На профессиональных турнирах юзают, я видел, именно ну так вот Колун. Ребят, если вам не заходит стрельба от бедра, и вы такие типа, о, Колун, это прям вот с прицела классно, мне прям классно. Смотрите, ребятки, убираем вот эту рукоять, У нас появляется стандартный прицел, что ж такое... Появляется стандартный прицел вот этот, смотрите, приклад мы, получается, на скорость прицеливания ставим, вот, на максимальную подвижность. И вот здесь, получается, я бы ловкость рук, например, поменял бы вот на заднюю рукоятку, чтобы прицеливаться еще быстрее. Но тут, ребята, смотрите уже на собственное усмотрение.
То есть, как вам удобнее. Если задняя рукоятка, как вы понимаете, что и так, в принципе, норм скорость прицеливания, то обратно ловкость рук вот так вот. Ну, в общем, ребят, сборка получается с прицелом либо вот такая на ловкость рук, да, вот с перком, либо вот такая на максимальную подвижность на колуне. У него, в принципе, там с точностью все в порядке, то есть вот так вот. Такие дела, ребята, такие дела. Но отыгрывать мы сейчас будем со сборкой первой, которую я вам показал, от бедра. Поехали, ребят, поехали. Так, давайте сначала скорость прицеливания. Смотрите, ребят, в принципе, для пулемета, тем более учитывая, что колун это просто слонярская машина, неподъемная и тяжелая. В принципе, для такой машины скорость прицеливания очень даже приемлемая. Поэтому вроде как выкрутились из ситуации, вроде как. Ребят, расскажу немножко про свое везение. Короче, решил я сделать такую сборочку на колун, ну тест для вас, да, и думаю, так, какая бы карта мне должна попасться? Но точно не на дальняк, то есть давайте, опа, блин, не успел добежать. Точно не Crossfire, не на дальняк, не такая, там не терминал, например, не вот такие карты, потому что с пулеметом, с колуном хочется бегать как-то, ну, более на ближней дистанции и выносить врагов. Вот. Опа, спина, все. Фу, успел забрать, развернуться. Ну вот, ребят, точно не Crossfire, ну не дальние такие дистанции, ну серьезно. То есть, какая-нибудь такая поближе, типа Нюктаун, например, сгодилась бы, прям вообще идеально. Опаньки, таракашки. Сколько таракашек внизу бегает. Двоих забрали, отлично. Ребят, что хочу сказать, смотрите. На дальняк выносит. Офигенно. Тихо. Что-то я за это самое пролагал жестко. Что-то, блин, ребят, вот когда разговариваешь, много отвлекаешься, все, то есть, ну, не такая концентрация, на дом понятно, так, побежали за ним. На дальняк сносит офигенно, ребят, точность классная, у колуна реально классная точность в этой сборке, очень крутая. Вот, тем более подвижность мы бафнули, так, вроде, блин, звуки где-то здесь слышу. И закончу, ребятки, мысли про свое везение, вот, короче, лишь бы не дальняя карта. И что мне попадается 3 или сколько, я 4 раза подряд пытался записать. 3 или 4, короче говоря, ребят. Ну где-то так. Все эти разы мне в рейтинге попадалась карта Crossfire вот эта. Я уже просто, ребят, я подумал, да ну его нафиг, реально. Ждать другую карту, тратить время там, то есть это очень долго. Каждую катку отыгрывать на другом оружии, да, тащить там. Блин, ладно, отвлекся. Ну вот, ребят, это очень долго, поэтому я принял решение записать вам катку, короче говоря, на Crossfire с этой пушкой. Ну, посмотреть, что будет. Вот, будь что будет, ребят, будь что будет, так сказать. Карта неудачная максимально, ну и ладно. Опа, блин, скорострельность поражает. Меня очень-очень скорострельность напоминает, да, они в принципе, ну, я думаю, одинаково у них скорострельность, у Сикача. Опа, наверху, понял, надо с этой стороны пойти. Ага. Вот, у Сикача, потому что, ну, Сикач... Опаньки! Хедшот! Опа, -2. Ребят, вот с этой пушкой, с колуном, реально надо отыгрывать на маленьких картах, типа Нюктауна, и просто пачками сносить врагов, когда они втроем бегут в проходе. Просто пачками, серьезно. Офигенно. Скорострельность просто офигенная. И сносит максимально быстро. Классно, ребят. Я радуюсь этой сборке, я радуюсь этой пушке. Но так, чтобы нагибать жестко и люто, честно говоря, здесь, наверное, с моим стилем игры не получится, потому что у меня стиль игры агрессивный. То есть я люблю рашить и пушить, а не отыгрывать от точек. Хотя, конечно, более правильно, там, надежно, да, понятно. Чтобы и нюк там себе набить, и все дела там, сделать 40 киллов, например, надо отыгрывать от точек, понятное дело. Но я как-то люблю рашить, пушить, то есть... Что? Что? А куда он подевался? Вот это, ребят, вот этого прикола я сейчас вообще не понял. Он что, в стенку растворился, что ли? Так, тихо, берите. Ясно, понятно, ребят. Я на стриме уже комментировал такие ситуации. Это, знаете, когда человек такой в штанишке обкакался, короче говоря, такой, блин, лишь бы меня не забрали, что делать? У меня скилла нет, ничего нет, заюзаю гравишипы в любой неудобной ситуации. Вот реально, когда чел по таймингам это делает, то есть залетает на точку Б, например, залетает с ножом, например, да, то есть его цель такая, я сейчас заберу всех, кто на точке Б, а мои тиммейты потом заберут эту точку. Базару ноль, это скилл, это тактика, это командная игра, базару ноль. Но когда человек юзает это в любой неудобной ситуации, извините меня, 1 на 1, например, извините, ну такое себе. TX. Кстати говоря, с Монолитом очень приятно играть, потому что Монолит здесь гасит звук у колуна. Он достаточно громкий, и те, кто в наушниках играют, реально у колуна звук стрельбы очень громкий.
И вот для меня глушитель прям улучшает это дело, то есть не так уши режет. Опа, минус, минус. Ребят, ну вы сами все видите, ну серьезно. Нет, здесь меня заберут, нет, там, скорее всего, снайпер, и на такой дальней дистанции меня, скорее всего, заберут. Это уже был бы идиотизм в высшей степени. Так, высшая математика, только высший идиотизм. Оу, обидно. Ну вот, ребят, вы сами все видите, на дальняк сносит легко, вообще легко. Ребятки, я надеюсь, эта сборка вам поможет. Те, кто хотели отыгрывать с пулеметиком побегать, ну потому что надо разнообразить жизнь, понимаете? Это как, ладно, не буду говорить про девушку и партнера, про разнообразие. Ладно, ребятки, не так меня поймут. Вот, короче говоря, реально нужно разнообразить, нужно с пулеметиком просто побегать, просто взять побегать. Вот, поэтому для начала колун, а потом, я думаю, мы и на РПД сойдемся с вами. Давайте глянем счет, Отлично, супер, супер. Кто заметил, кстати, новый значок в моем нике? Кто заметил, признавайтесь, пишите в комментариях. Напиши в комментариях, если ты заметил, что я сменил ник. Ну, в смысле, символ в нике, ну, по большому счету. Ребят, отыграли офигенно. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку. С тебя лайкос, с меня, как всегда, годный контент. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.